Сегодня я поделюсь с вами рецептом кабачковый торт. Это видео специально для учеников, так как в нем я буду рассказывать, как называются разные предметы на кухне и также ингредиенты, которые я использую. Итак, начнем. Помогать в съемке видео мне будет Цилечка. Да? Она у нас всегда на кухне, наш компаньон. Итак, что вам нужно, чтобы приготовить этот торт? Это овощное блюдо, поэтому нам нужны кабачки. Вот, это кабачки. Таких я взяла, наверное, штуки 4. 4 штуки. Дальше, помидоры. Помидоры я брала сливки. Сливки это вот такие помидоры. Они не мягкие, они такие плотные, и в них очень мало сока. Вот. Сок нам не нужен, потому что это торт, и у нас не получится приготовить его, если он будет очень жидкий. Сейчас я покажу, каким должно быть, это не тесто, что-то вроде теста. Это кабачки, соль, мука, яйцо. Яйцо немножко вытекает, вот, это нам не нужно. И нам нужна маленькая сковорода. На ней мы жарим коржи в торте. Сейчас покажу, сколько коржей будет. Вот здесь уже 3 коржа. И будет еще 2. То есть 5 слоев. 5 уровней будет в торте. Циля помогает. Циля, лапу мне дашь? Дай мне лапу. Дай лапу. Дай лапу. Ну дай лапу. Молодец. Умница. Ты помогаешь? Молодец. И пока жарятся последние 2 коржа, я еще раз расскажу ингредиенты. Что вам для этого нужно? Итак, во-первых, 4 помидора, 4 кабачка, крупных кабачка, то есть больших, приправы, перец, любую к мясу приправу, майонез, моцарелла. Моцарелла примерно 200 грамм. Но я пока не всю ее использовала. Но я думаю, это будет 200 грамм. То есть все я использую. Майонез с чесноком. Чеснок, если вы забыли, что это, я вам сейчас покажу. Вот он. Это чеснок. Где-то маленькую головку или полголовки. То есть половина. И вот помидоры, их нужно сначала обварить. Для этого мы берем воду, кипятим ее в чайнике. Потом берем, например, мисочку. Пускай будет. Я брала вот такую миску, положила сюда помидоры и залила это все водой. Горячей водой. 100 градусов должна быть температура. Потом мы их чистим от кожи и режем на кусочки. Жидкость эту нужно будет вылить. Потом я ее вылью. И в принципе это все. Чем мы готовим? У нас есть лопатка. Вот она. Это лопатка называется. Ей мы переворачиваем и снимаем коржи. Также у нас есть ложка. Ей мы насыпаем. Сейчас я покажу, как нужно делать корж. Итак, остался последний корж. Сначала мы льем на сковороду масло. Кстати, еще один ингредиент – это масло. Это не оливковое, это обычное подсолнечное масло. Еще мы называем его растительное масло. Итак, смазали сковороду. Теперь мы берем ложку и кладем на сковороду кабачки. У нас все это уже нужно класть, потому что это последний корж. Все, жидкость нам не нужна, только густое. Также, когда мы готовим кабачки, то есть основу для торта, нам нужна мука и 2 яйца. Вспоминаем, что такое яйцо.
Вот, 2 яйца, крупных яйца я взяла. И мука. Мука. Примерно чашка, 1 чашка полная вот это муки на 4 кабачка. Я думаю, это отлично будет, потому что если вы положите пол чашки, этого будет мало, и вы не сможете сделать корж. Итак, мы пожарили все коржи. И теперь я повторю, что нужно, чтобы приготовить этот торт. Первое. Сковорода. Маленькая сковорода, не очень большая. Дальше. Миска. Лучше несколько мисок. 2-3. Нож. Ложка. Чеснокодавилка. Лучше, если она есть. Туда вы кладете чеснок. Ну, примерно столько чеснока. Вот, полголовки. Вы его режете, ну, чистите, потом режете ножом и выдавливаете через давилку. Все это добавляете в майонез. Майонеза примерно 200 грамм. Дальше. Из посуды вам также нужна терка. Зачем нужна терка? Во-первых, вы потрете сыр, моцареллу. Потом вы потрете на терке кабачки. Кабачки не чистить. Прямо так и тереть. На крупной терке. Вам нужна крупная терка, потому что она подходит для кабачков. А на мелкой терке нужно тереть сыр. То есть сыр на мелкой, кабачки на крупной. Потом нам нужна красивая тарелка. На ней будет лежать торт. И еще 1, 2, 3, 4, 5 обычных тарелок. На них вы положите ваши коржи, которые вы спечете на сковороде. И также вам нужно 4 помидора, 4 кабачка, майонез грамм 200, может быть меньше, соль, мука, чашка муки на 4 кабачка, перец, приправы и все. Помидоры я сказала. Теперь будем складывать торт. Теперь что вы делаете? Вы берете ложку, вот которая у меня здесь, ложка, и намазываете первый слой. Это майонез с чесноком. Так, мы намазали корж. Теперь нужно положить помидоры. Итак, мы положили помидоры. И теперь берем немножко сыра. И так нужно продолжать, пока мы не дойдем до верха. Итак, дорогие зрители, нам не хватило майонеза и чеснока, поэтому я делаю еще. И сейчас бабушка будет мне ассистировать и покажет, как нужно давить чеснок. Итак, мы берем резаный чеснок, кладем его в давилку и выжимаем прямо в майонез. Вот, получается тут и сок, и чеснок. Все, и вот так весь этот чеснок. То есть вам понадобится еще 200 грамм, примерно, может быть 100 грамм майонеза, и чеснока где-то полголовки. Итак, продолжаем собирать торт. То есть у меня закончился майонез на 3-м корже. Еще 2 коржа у меня есть. Итак, вот мы и собрали торт. Вот какой он получился. Сверху мы украсили его помидором. Помидор уже отдельный. Мы его не приваривали. Вот сколько получилось слоев. 5 коржей. Вот. Чуть позже покажу, какая будет подача у него. Итак, мы разрезали торт. Все хорошо, форму он держит. И как мы его сегодня едим? Это каша гречневая и курица в соусе терияки. Это очень вкусный соус, всем его рекомендую. Вот, приятного аппетита! Итак, мы с Циличем вам скажем заключительный вердикт. Очень вкусный получился торт, но очень острый. Как сказали бы американцы, very, very hot. Поэтому кладите меньше чеснока. Пол головки достаточно, не головку. Это очень много. Но так все вкусно.
Поэтому удачи вам. Советую готовить побольше интересных блюд. И увидимся на канале.